Всем привет! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать всех подписчиков и гостей своего канала. Не забывайте ставить лайк, подписываться. Обязательно комментируйте видео, мне интересна ваша обратная связь. И, естественно, ставьте колокольчик, нажимайте для того, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Я к вам с новым узором. Ниточки как бы не новые, я уже на них вязала резиночки, посмотрите в плейлистах. И я сегодня с новым крючком. Как вы думаете, с каким? С тунисским. Гляньте, какой он большой, длинный. Номер 6, как рекомендует нам производитель для таких ниточек. Ярнар Дольче. Ну и любая, естественно, плюшевая пряжа, которую вы увидите. Итак, я примеряю сегодня узор для пледа. Присоединяйтесь. Цвет можно выбрать, конечно, любой. Можно одноцветный и так далее. Но я выбрала два цвета. Итак, меньше слов, больше дела. Приступаем. Начнем с белых. Если вы смотрели мои предыдущие видео, а если нет, то посмотрите и лайкните. Так вот, я всегда набираю образцы небольшие, в районе 30 петелек. Но сегодня мы с вами наберем буквально 20, и нам этого будет вполне достаточно, да? Итак, набор петелек происходит точно так же, как и обычным крючком. Тут нет никаких особенностей. То есть, опять же, мы зафиксировали петелечку нашу первую. И дальше набираем 20 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Есть. Вот наша, получается, цепочка из воздушных петелек. Теперь что мы делаем? Теперь мы с вами будем набирать петельки на крючок. Итак, вот вы видите косичку, да? Вот у нее получается первая петелька. Следующая косичка. Берем верхнюю петельку, захватываем ниточку и оставляем на крючке. Захватываем, оставляем на крючке. Захватываем, оставляем на крючке. И так далее мы набираем всю цепочку. Последнюю петельку. Есть. Что мы делаем теперь? Теперь мы с вами провязываем последнюю петельку одну. Вот так вот. А последующие петельки провязываем по 2. 2, 2, 2 и так далее до конца ряда. Здесь, смотрите, как у нас получилась косичка. Так. Здесь точно так же, как и при обычном вязании, мы вставляем, если мы хотим, мы добавляем новую ниточку. Да? В моем случае это будет такая вот красивая мятная. И точно так же последние 2 петельки мы провязываем новым цветом. Есть. Смотрим дальше. Теперь мы с вами должны будем набрать в шахматном порядке зеленая, белая, зеленая, белая, зеленая, белая ниточки. Каким образом это сделать? Итак, смотрите. Если внимательно приглядеться, да, то вот получается петелька. Вот так вот гигулька идет. Раз, петелька. Так, смотрите, следующая петелька. Видите? Раз. Те, кто вязал тунисским крючком, либо знает, да, то все время как бы, ну, не, может быть, не все время берут вот за эту петельку, за переднюю. Так, мы с вами будем проваливаться между петельками. Итак, это у нас зеленая. Смотрите, провалились. Полностью провалились. Захватили беленькую ниточку, вытянули, оставили на крючке. И беленькую мы тащим за собой полностью весь ряд. Зелененькую будем захватывать периодически, чтобы у нас ниточка не запуталась. Итак, следующую должны взять зеленую. Смотрите, видите, заканчивается эта петелька, там дырку видно. Мы в нее проваливаемся. Белая у нас сверху идет, захватили зеленый и протянули. Следующий, видите, дырочка? Вот петелька заканчивается, вот дырка, да, такая вот. Мы проваливаемся в нее и захватываем белую. Вытянули. Следующая, вот петелька, за ней проваливаемся и захватываем зеленую. И так далее мы с вами делаем до конца ряда. Обязательно. Итак, вот мы провязали, получается, до конца ряда. Да? Смотрите. Вот здесь вот у нас, по идее, да, петелька заканчивается. Мы должны провалиться, набрать еще одну петельку. Но мы именно последнюю будем провязывать вот в последнюю петлю, последнюю косичку, так скажем. Мы забираем 2 петельки косички. Так. Следующий у нас цвет будет зеленый. Мы провязываем зеленым.
Понятно? Вот. И у нас будет ровненько вот так вот пледик идти. Ну, узорчик идти, чтобы никуда не скосило его. Итак, что теперь дальше делаем? Точно так же будем провязывать зеленый-зеленым, белый-белым. Смотрите. Итак, первая петелька у нас зеленая, мы провязываем ее одну. Следующая, вторая у нас будет белая. Мы перехватываем белую ниточку и провязываем белой. Следующая, вторая, зеленая. Мы перехватываем зеленую и провязываем зеленой. И так далее. Тут у нас, получается, ниточки будут крутиться, но мы потом их распутаем. Белая. Перехватили. Зеленая. Перехватили. Белая. Перехватили на зеленую. И так далее до конца ряда. Встретимся в конце ряда. Угу. Давайте. Так, вот, довязали до конца ряда. Такая красота. Теперь что мы делаем? Заканчиваем. Получается, следующая у нас зеленая. Так, мы заканчиваем зеленой. Есть. Теперь у нас весь ряд должен быть зеленый. Здесь мы в шахматном порядке делали. Здесь будем полностью набирать зеленый. Но здесь смотрите внимательно. Если предыдущий ряд мы набирали сюда же, брали, да, петельку, то здесь мы возьмем петельку после белой. Возьмем, провалимся и захватим ниточку. Понятно? Для чего это надо? Чтобы у нас не поворачивалось завязание либо только вправо, либо только влево. Так мы выравниваем. Итак, дальше. За зелененькой, за беленькой, за зелененькой, за беленькой. Этот ряд очень удобно набирать, потому что не ошибетесь. Видите, где нужно взять, провалиться и захватить ниточку. Да? Понятно? Давайте до конца ряда сами. Так, набрали петельки до конца ряда. И здесь будьте внимательны. Здесь мы провяжем после белой вот этой вот, да, петелечки. Провалимся. Есть. И захватим косичку. Петельки, 2 косички. Мы выравниваем так ряды. Угу. Взяли. Что делаем дальше? Дальше провязываем одну петельку, потом по 2. 2, 2, 2 и так далее до конца ряда. Несложно, верно? У нас, так скажем, уже видно пол ромбика. Угу. Давайте до конца ряда. Так, вот мы заканчиваем наш ряд, да? И здесь мы должны с вами ввести опять белую ниточку. То есть потом у нас здесь будет опять в шахматном порядке. Так, беленькая. Провязали. Теперь смотрите внимательно. Теперь мы должны будем провязывать точно так же не вот сюда, да, а в самое начало. И чтобы нам с вами не запутаться, каким цветом мы должны делать, мы с вами смотрим на верхушку, так скажем, этого ромба, да. Видите, вот вниз заканчивается ромба, значит, здесь будет зелененький. Так? Значит, здесь верхушка ромба беленькая, здесь будет беленький, зелененький. Сейчас поймете принцип. Вот здесь беленькая ниточка, значит, мы провязываем сюда беленькой ниточкой. Раз. Следующая у нас будет верхушка зеленого ромба. Видите, зеленый. Значит, мы проваливаем сюда и захватываем зеленую ниточку. Следующая, видите, встречаемся с белой. Мы тянем за собой зеленую и провязываем белую. Здесь зеленый ромбик заканчиваться должен зеленым. Тоже раз, захватили зеленый и так далее. Здесь встретились с верхушкой белого, белый. Здесь у нас будет зеленый. И до конца ряда. Понятно? Таким вот образом. Повторяйте. Так, смотрите, вот мы с вами провязали до конца. Так. Таким вот образом у нас получается. И раз мы здесь с вами начинали с первой петельки, то мы, получается, вот эту вот последнюю, да, последнюю вот эту петелечку здесь мы ее не провязываем. Вот эта, которая должна была быть, да, проваливались. Мы сразу же провязываем косичку. То есть мы берем 2 петельки последней вот этой косички. И следующий цвет у нас зеленый. Мы берем и провязываем зеленым цветом. Есть. Теперь что мы делаем? Теперь мы с вами провязываем опять зелененькую зелененькой. Следующая у нас будет беленькая. Меняем ниточку и провязываем беленькой ниточкой. Следующая у нас зеленая. Мы провязываем зеленой. Ниточка будет немножко запутываться, но мы ее распутаем. Следующая белая. Меняем ниточку и провязываем беленькой ниточкой. Следующая у нас зеленая. Мы провязываем зеленой. Ниточка будет немножко запутываться, но мы ее распутаем. Следующая белая.
Следующая зеленая. Когда идет смена цвета, вяжется немножко помедленнее, а когда одним цветом вяжется быстрее. Заметили, да? Вот. И смотрите, такие у нас начинают вырисовываться ромбики. Понятно? Давайте довяжем до конца. Посмотрим, что получается. Итак, вот у нас такой рядочек получился. Такие вот ромбики. В следующий ряд у нас будет весь белый. То есть мы заканчиваем вот эти вот столбики, да, петелечки белой ниточкой. И смотрите дальше. А теперь мы будем с вами набирать ниточки вот именно с первой петелечки. Угу. С первой сюда же мы сделали в набор. Следующее. И вот так вот шагаем. Зеленое, белое, зеленое, белое. Здесь очень удобно набирать, потому что четко видно, да, где ниточка, где петелька зелененькая, где беленькая. И таким образом набираем. И для выравнивания рядочка, вы помните, да, если мы начали в той же петелечке, то получается последнюю петелечку мы пропускаем и сразу же вяжем в косичку. Сейчас я быстренько наберу и вам покажу. Итак, смотрите, зелененькую мы провязываем, беленькую мы провязывать не будем, потому что мы сразу же перескакиваем в косичку. Угу. И так мы выравниваем рядочки, чтобы у нас не уехало ни вправо, ни влево. И дальше одна петелька, потом 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки и так далее до конца ряда провязываем. Принцип понятен, да? То есть следующее мы будем набирать с вами опять в шахматном порядке. Бело, зеленое, бело, зеленое, бело, зеленое. Так. И не забывайте, что в одном ряду вы вяжете в первую петельку, так, а в следующем ряду вы вяжете во вторую петельку. И не забывайте, как провязывать последние. Смотрите. Вот. Вот это у нас раппорт нашего узора. Класс. Класс. То есть сейчас вы начинаете опять как второй ряд. Так. То есть будет в шахматном порядке бело-зеленое, бело-зеленое. Потом у вас будет все зеленое. Потом опять бело-зеленое, бело-зеленое. Потом опять все белое. Угу. Давайте свяжем несколько рядов. Встретимся через несколько рядов. Итак, ну что ж, смотрите, связала несколько рядочков. Да? Смотрите, это получается лицевая сторона. Так. Это у нас вот такая вот изнанка. Ниточка тут тянется, чтобы не распустилась. Так. Смотрите, тепленько, толстенько. Конечно, классненько. Представляете, такая будет жилеточка. Супер. Если это будет, например, ну, понятно, что плед классный, сидушечка, подушечка. Супер. Зацените обязательно, попробуйте и лайкните, напишите комментарий. Так. Естественно, тянется. Видите, да, как здорово. Ну и давайте посчитаем, так скажем, если вот эта вязка, например, да, если это плотность вязания, этот крючок, сколько же это получится в сантиметрах. Мы брали 20 петелек, да, то есть у нас это получается около 19 сантиметров, так? А рядочков сколько здесь? Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Надеюсь, я правильно посчитала. 13. И это около 14 сантиметров. Да? Такие вот ромбики. Вот такая вот плюшка. Вот такой вот крючочек. Крючочек. Класс. Попробуйте обязательно. Вам очень понравится. Я жду от вас лайков, комментариев. Естественно, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Пробуйте данный узор. И следите за новыми видео. Будет много интересного. Пока-пока.